Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Дом и сад Александра». На календаре конец сентября, можно подвести некоторые итоги сезона, поэтому расскажу, что я подметила этим летом в огороде и в саду. А вы возьмите это себе на заметку, если эта информация составляет для вас интерес. Может и пригодится. Лето в этом году было очень жарким, засушливым, практически без дождей. Страдали и овощи, и садовые цветы, и плодовые деревья. Как следствие, многие из них болели, быстро распространялись вредители, а некоторые растения даже гибли из-за жары и болезней, которые она принесла. Но опытные садоводы и огородники знают, что именно в таких экстремальных условиях и проверяется иммунитет растения, устойчивость к заболеваниям и вредителям, и овощей, и фруктов, и даже цветов. Вот и я, благодаря неимоверной жаре, подметила некоторые замечательные свойства обычных обитателей моего сада и огорода, о которых совершенно ничего не знала ранее. Своими наблюдениями я хочу поделиться с вами в этом видео. Под первым номером у меня обыкновенные огурцы, хорошо знакомые многим огородникам. Обычно мы для хорошего урожая выращиваем популярные гибриды, которые отличаются обильным плодоношением, и выращиваем их как в теплицах, так и в открытом грунте. Примерно в начале июля, в самый пик плодоношения, если вы прозевали и не сделали профилактическую обработку, многие огуречные лианы подхватывают пироноспороз. Листья огурцов сначала покрываются небольшими желтыми пятнышками, а затем это грибковое заболевание поражает практически все растение, и огуречная лиана усыхает. Значит, урожай потерян. У меня тоже иногда бывают такие проблемы. Этим летом я тоже спасала несколько лиан, охваченных пироноспорозом. Некоторые пришлось даже удалить. Однако оказалось, что не все огурцы страдают от коварного заболевания. В этом сезоне в качестве эксперимента я посеяла длинные салатные огурцы – китайское чудо. Растения очень мощные, имеют огромные листья, плоды длинные, сладкие, очень нежная клетчатка и превосходный вкус. И вот эти огурцы, как оказалось, совершенно не боятся пироноспороза. Я заметила это не сразу. Сначала один раз их обработала водным раствором коллоидной серы в качестве профилактики от пироноспороза. Кстати, как приготовить раствор коллоидной серы для борьбы с грибковыми инфекциями, есть видео у меня на канале, ссылку оставлю в описании. Но вернемся к моему открытию. Как оказалось, такие обработки этим огурцам совершенно не нужны, потому что они имеют сильный иммунитет к этому грибковому заболеванию и прекрасно плодоносят до самой осени, если вы хорошо их поливаете и иногда подкармливаете. Мы до сих пор собираем и едим эти огурчики, хотя я их посадила еще в конце апреля, а сейчас уже конец сентября. Конечно, они не такие уж суперурожайные, как популярные гибриды типа Арктики или Кибрии, потому что не партенокарпические, а пчелоопыляемые, но зато имеют отменный вкус и совершенно не боятся пироноспороза. Рекомендую! Следующее мое открытие, которое я подметила в этом сезоне, это чудесные свойства некоторых цветов. Буквально восставать из пепла, что называется. Речь пойдет о лобелии. Я выращиваю лобелию из семян. Сначала получаю рассаду, а затем высаживаю молодые растения лобелии в кашпо и просто в открытые клумбы, как бордюрные растения. В моем списке и кустовая лобелия, и лобелия ампельная. И та, и другая лобелия очень плохо переносят жару. Лобелия в условиях интенсивной жары просто усыхает на глазах, как бы вы ее ни поливали.
Из пышных зеленых кустиков, которые ярко цветут в июне, в июле моя лобелия превратилась буквально в сено. Стебли практически засохли, кустики стали похожи на перекати поле. Я очень расстроилась, но все же продолжала поливы, в надежде, что семена, преждевременно образовавшиеся из-за такой жары, во влажной почве прорастут, и молодые растения займут место засохших материнских. Каково же было мое удивление, когда во второй половине августа, как только жара начала спадать, мои лобелии начали оживать, образовали новые зеленые стебли, красивые зеленые листья, начали наращивать зеленую массу, а некоторые из них снова зацвели. Конечно, с помощью садовых ножниц лучше убрать те стебли, которые остались сухими, и далее вы сможете любоваться новым сентябрьским цветением своих любимых лобелей. Вот такое открытие в своем саду ожидало меня в этом засушливом сезоне. И, наконец, еще один эпизод, еще один опыт, который, надеюсь, тоже будет для вас полезен. Речь пойдет о яблонях. Начиная с ранней весны, садоводы беспокоятся о яблоневых деревьях, регулярно проводя профилактические обработки от грибковых инфекций и насекомых-вредителей. Делаем это и мы, чтобы иметь качественный урожай осенью, без гнили, без червей, без парши. Чтобы защитить плодовые деревья от грибковых инфекций, поражающих плодовые почки, листья и затем плоды, нужно систематически каждые 2 недели обрабатывать их фунгицидами. Иначе гнили съедят весь урожай, начав его портить еще в процессе созревания. Для эффективного результата садоводы периодически меняют фунгицидные препараты, чередуя их при обработках, чтобы у грибов не было привыкания, адаптации. Например, сначала это может быть концентрированный водный раствор карбамида, затем бордоская смесь или медный купорос, затем хлорокись меди или коллоидная сера, далее эффективные химические фунгициды, например, все тот же квадрис. Но, как оказалось, яблони и груши, в отличие от слив и абрикосов, очень плохо реагируют на обработку квадрисом от гнилей. Этот фунгицид сжигает листья и повреждает плоды. В аннотации производителя, к сожалению, ничего не сказано о таком агрессивном воздействии. Мы подметили это только лишь после второй такой обработки. В прошлом году наши яблони и груши тоже жаловались на обработку квадрисом. Но я подумала, что обработка была просто недостаточной, и некоторые листья грибы все же повредили. Как оказалось, это были вовсе не грибы, а именно квадрис. Поэтому очень внимательно подходите к выбору того или иного фунгицида, чтобы не навредить своему саду. А у меня пока на сегодня все новости. Спасибо за просмотр, подписку и лайк. Не забудьте написать о своих впечатлениях от этого сезона в комментариях. Всем пока, скоро увидимся!